Джек Краузер. Образцовый спецназовец армии США, участвовавший во многих операциях. Он особенно известен своими выдающимися боевыми способностями и владением оружием. Член командования специальных операций США. После того, что он прошел, для него все противники, будь то люди или БО, потеряли цвет. Однако он не верил в существование последних до операции «Хавьер». В свободное время Джек работал наемником, так как он не может нормально существовать в обществе, и считал, что его служба и острое ощущение от боя – это именно то, что придает смысл его жизни. Операция вышеупомянутая получила такое название из-за Хавьера Идальго. Это наркобарон картеля «Священные змеи», которые контролировали большую часть территории. До правительства США дошла информация, что с ним на связь вышел бывший следователь Амбреллы. А сам он после этого исчез. Однако через время он сам пытался связаться с кем-то опять-таки из Амбреллы. Начали доходить слухи, что здесь замешано что-то связанное с БО. Самого сотрудника нужно было захватить живым. В 2002 году Джек был выбран напарником для Леона Кеннеди уже в вышеупомянутой операции «Хавьер» из-за сложного характера операции. Его отправили в южноамериканскую страну, расположенную в тропических лесах Амазонки. Его оператором поддержки при выполнении миссии стала Ингрид Ханниган. Раньше они не взаимодействовали. Джек прочитал досье Леона и знал, что он выжил при трагедии в Ракун-Сити. Леон был первоклассным агентом, и Ханна обещала, что они должны поладить. Джек не успел прибыть вовремя к месту встречи из-за установленных блокпостов, которые открывали огонь по людям. Добро на ответный выстрел он не получил и был вынужден запрыгнуть на товарный поезд, который как раз проходил недалеко от места встречи. После объединения долго языками чесать не стали и сразу приступили к делу. Они выдвинулись в деревню для встречи с проводником, который должен был отвезти их к месту, где скрывается Хавьер. По прибытии они обращают внимание, что здесь как-то слишком тихо. Джек по своему опыту понимает, что здесь что-то не так, так как в воздухе он чувствует буквально запах смерти. Чуйка его не подводит, как почти сразу герой сталкивается с зомби, и Джек напрямую имеет честь лицезреть, что вирус может делать с людьми. Однако своего страха он не показывает и даже в какой-то степени недооценивает зомби, говоря, что если это все, на что способен вирус, то беспокоиться не о чем. Но это далеко не единственные создания, с кем ему придется встретиться. Он обращает внимание на татуировки убитых противников. Они принадлежат членам священных змей, что еще больше порождает вопросы, что именно Хавьер здесь делает с этим вирусом. Они добираются до проводника, который находится при смерти, и успевает сказать только что-то о девочке, которая сбежала из особняка и привела за собой демонов. Герои делают предположение, что возможно это одна из многих пропавших как раз таки девушек. Ничего не остается, как разыскать ее, ведь на данный момент она остается единственной зацепкой, которая может привести к Хавьеру. Через время их привлекает внимание, а именно голос девушки, которая напевает песню. Ей оказывается как раз та, которую удалось сбежать. Однако она теряет сознание, а Джеку и Леону приходится сразиться с очередным существом, которое прикончить не получается, и оно сбегает. Это уже произвело большее впечатление на Краузера, чем все предыдущие противники. Он сам просит Леона, чтобы тот рассказал ему все как можно подробнее, что, собственно, Леон и сделал, и поведал ему все то, что с ним происходило в Ракун-Сити. Историю Леона ищи в этом же плейлисте. Девушку зовут Мануэла. Она приходит в себя, когда герои уже двинулись на лодке. Леон дал понять, что они не враги и хотят помочь, а также просит, чтобы она указала путь к Идальго. Они добираются на дамбу, которая также кишит всеми возможными тварями. Однако Мануэла, отвечая на вопрос, говорит, что когда она бежала, то ничего подобного не видела. Они находят Хавьера, и выясняется, что Мануэла никто иная, как его дочь. Он говорит что-то про человека, который дал ему вирус Вероника, про предотвращение трансформации. Однако прежде чем герои все поймут, их сносит течение, но Мануэла прыгает следом, не желая оставаться со своим отцом. Через не столь длинный промежуток времени девушка находит героев, а также рассказывает, почему именно отец инфицировал ее Вероникой. В 15 лет у нее диагностировали такую же болезнь, как у ее матери, которая не подвергалась лечению. Но все известные случаи сверки приводили к деформации организма и повреждению мозга. Хавьеру каким-то образом удалось избежать этого. Однако Краузер считает ее опасной, так как это лишь вопрос времени, когда вирус завладеет ей полностью. Леон же
предполагает, что Идальго знает что-то большее, ведь каким-то образом ему удалось сдерживать мутацию. Он показал Джеку, что он подчиняется лично президенту, и именно по его прямому приказу он находится здесь, для того, чтобы уничтожить вирус. Джеку стало понятно, что он не больше, чем пешка в этой игре, и, возможно, на фоне Леона правительство уже и забыло про него. Также начинает завидовать его более элитному статусу. Но в то же время он уверен, что его нельзя заменить и не стоит недооценивать. И он намерен завершить эту миссию. Они обнаружили много женских тел, которые при дальнейшем рассмотрении оказались как раз таки теми похищенными девушками. Жена Идальго как-то подцепила неизлечимую болезнь, как я уже говорил. Он связался с Амбреллой и пытался спасти ее с помощью вируса, но в итоге та мутировала в того самого монстра, который герои видели в деревне, и именно по этой причине она реагировала на пение своей дочери. Он перестал доверять Амбрелле после этого. Но как только и у Мануэлы проявилась такая же болезнь, он вынужден был использовать Т-Веронику. Возможности поместить в Криосон ее не было, поэтому он стал похищать девушек и время от времени пересаживать ей органы. Длиться в сумме это должно было 15 лет. Узнав это, она сбежала, а Хавьер намеренно заразил деревню, предварительно затопив ее. Мутировавшая мать напала на героев и сейчас, и ее пришлось прикончить. Перед смертью она все-таки успела повредить руку Краузеру. Он сразу оценил масштаб ранения и понял, что для него это последнее задание, и его спишут со счетов. Без своей руки он не мог вести бой так же, как раньше, и сам признал, что был слаб, и не мог также сражаться за свою жизнь. Также нехотя признал, что теперь его жизнь зависела от Леона. Идальго же объединил себя с растением, зараженной Т-Вероникой, которая, рассеивая споры, может заражать ближайшую растительность вокруг себя. И лишь только за 2 дня оно способно заразить до 60% амазонки. Джек был шокирован, что вирус может дать такую силу и изменить человека за столь короткое время. Один он убегать не стал, но не верил, что они смогут с ним справиться. Он переводил стрелки на Леона, мол, почему он не убегает, неужели ему не страшно? В процессе боя Мунео решил покончить с собой и умереть человеком, но ее остановил Леон. А та, в свою очередь, спасла его, применив свою силу, так как из заражения Вероники в качестве побочного эффекта ее кровь стала легко воспламеняться, и с ее помощью Хавьер был убит. Джек увидел, что она применила силы, сохранив человеческий облик. Он начал сомневаться, а стоит ли уничтожать эти вирусы, если это своего рода сила? Подарок судьбы. При условии, что если не терять над собой контроль. Также сделал вывод, что Леоном и остальными просто движет страх. Он начал верить, что владение такой мощью может изменить мир, которым он может править. Краузер ознаменовал это как свое второе рождение, ведь именно в этот момент тьма в нем пробудилась. Он хочет найти и использовать эту силу, а Леон уничтожить все, что с этим связано. 2 стороны одной медали. Джека уволили, как он и ожидал. Он больше не мог заниматься тем, чем ему нравилось больше всего. Краузер решил найти Вескера, и, возможно, он бы смог как-то исправить ситуацию. Он вступил в его организацию и отчитывался лично перед ним, а свое таинственное исчезновение было обосновано разыгранной смертью, в курсе которой был Леон. Неизвестно, кстати, откуда у Краузера появился шрам, так как после Хавьера он не мог полноценно вернуться к работе наемника. Возможно, это связано с его инсценированной смертью или же каких-либо других экспериментов по восстановлению руки. Вескер отправил Краузера в испанскую деревню, чтобы внедриться в культ Лос Иллюминадос и добыть образец паразита, а именно доминантной плаги. Однако, просто так предоставлять ему никто не собирался, и чтобы войти в доверие, он похитил дочь президента, а также должен был быть после этого допущен в круг особых лиц. Но этого не произошло, так как Седлер, лидер культа, все же не доверял ему. Джек настолько был вдохновлен силой плаги, что перенес ее в свое тело, вместо того, чтобы отправить Вескеру. Она наделила его большими физическими способностями, которые намного превосходили возможности обычного человека, благодаря чему он приобрел невероятную силу, ловкость и рефлексы.
Он также продемонстрировал трансформацию своей руки в большое лезвие, которое при этом было достаточно прочным, чтобы выдержать даже прямое попадание ракетницы. И поскольку это был доминирующий вид плаги, Краузер сохранил свой интеллект и свободу воли. Как я говорил, Седлер все же не доверял Краузеру, и в итоге на задание была отправлена Ада Вонг, которой Джек не доверял и считал, что она может предать Вескера. О чем он сам же ей заявил, и в случае чего был готов прикончить ее. Бывший напарник Краузера по заданию, Леон Кеннеди, был выбран для спасения дочери президента, и Альберт приказал Джеку убить его, и тот, скорее всего, бы преуспел, если бы не вмешалась Ада. Однако позже они все равно еще раз встретятся лицом к лицу. Джек специально подготовил целую арену для игр с Леоном, так как знал, что он будет проходить именно здесь, и бой получится хорошим. Но Джеку даже плага не помогла выиграть бой против бывшего напарника. Однако он не погиб, и через время он настигнет Аду и решит расплатиться с ней за предательство Вескера. Но мало того, что он был сильно ослаблен боем с Леоном, так еще же и Ада прекрасно изучил его методику ведения боя, и в результате Краузер был убит. В скором времени Ада действительно бортанула Вескера, и за место доминантного образца плаги отправил ему обычную. Альберт же лично отправился на остров и изъял образец из бывшего подчиненного. В ремейк-версии имеются же некоторые отличия. Он имеет звание майора и был назначен, чтобы обучать новобранцев и отбирать для операции Хавьер, которые готовились несколько лет. В их число входил Леон Кеннеди, который смог выжить в Ракун-Сити, и многие уроки он усвоил на отлично. Также в 2002 году в Южную Америку был послан небольшой отряд, отобранный из самых элитных бойцов для того, чтобы разобраться с наркокартелями, в число которых входили Джек Краузер и Леон Кеннеди. Результат операции неизвестен, зато точно можно сказать, что большая часть отряда была уничтожена. Они попали в тяжелую ситуацию, но эвакуации не последовало. Есть несколько версий, почему это произошло, и ни одной достойной. Это очень сильно не понравилось Джеку. Он начал испытывать ненависть к начальству и к правительству, так как считал, что людей, которых верно служили стране, просто бросили на смерть. Краузер также начал стремиться к силе, но без поисков Вескера. Он сам для себя без чьей-то помощи открыл культ Люс Иллюминадес, а также похитил Эшли, и также получил и применил образец плаги. Однако, в скором времени Луис разбежал с образцом под названием Янтарь, и Джек получил задание вернуть его, с чем он успешно справился, а также убил Луиса. Не забыв при этом порамсить с Леоном, так как того также отправили на поиски дочери президента. Но он уже был в лучшей форме, чем его запомнил виновник видео. Однако, он все равно уложил своего ученика на лопатки, но прикончить не успел, так как ему помешал Луис. Он, как и в оригинале, поджидал Леона и также обустроил территорию всеми возможными ловушками для будущего гостя. Однако здесь у него мутировала еще и вторая рука. Именно он ее использовал как щит, а также мог просто наносить ею удары, так и раздавить голову человека, взяв ее в захват. Но и здесь он не смог справиться с Леоном и не предпринимал попытки пойти на второй раунд или же нанести удар в крысу, так как принял свое поражение и понял, что в свое время он хорошо обучил Леона. Боя с Адой Вонг в ремейк-версии нет, хотя она также не стала давать образец Вескеру, но тот уже заранее забрал тело Краузера. Всем спасибо за просмотр, друзья. Надолго с вами не прощаюсь. Увидимся.